Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите... Переделка старого украшения из янтаря. Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какой материал мне принесли на переделку. Такая кучка янтаря. И здесь 3 разных цвета. Это украшение. Длинный такой сатуар, 40 сантиметров. Это значит в 2 раза, 80 сантиметров. Вот так выглядит на ниточке через узелки. И уже потертое старое украшение. Женщина взрослая. Вот, говорит, очень давно я покупала это украшение и носила. Оно очень легкое. Знаем, что янтарь он вообще невесомый. И вот кисточка сделана тоже, как видите, из ниточки. И здесь все узлом собрано. Ну и она попросила освежить и сделать что-нибудь поинтересней, но оставить бусинки именно вот как они собраны. Тоже сделать сатуар. Не согласилась она делать, как вот на пины собираем, сделать такой жгут толстый. Нет, длинный хочется сатуар и тоже двухрядный оставить. Только на трусик собрать и без застежки, чтобы на шею надевать можно было удобно. Я предложила добавить какого-то другого цвета. Например, бирюзовые бусинки где-нибудь пропустить. Так как если мне оставить эту длину нужно будет, здесь у нас ниточка. Что вместо ниточки можно поставить? Какие-нибудь бусинки. Но я не хочу их много ставить, как-то вот, чтобы немножко просто осветлить, оживить. Я даже не знаю. Но она не против этого цвета. Я еще приложила черные бусинки. Бусинки вулканическая лава, тоже 6 миллиметров. Если еще можно и черный цвет здесь поставить. Тогда можно носить украшения уже с любым цветом, я думаю. Если здесь будет голубой, только... Ну, я даже не знаю. Вот буду, наверное, собирать. Соберу одну сторону черными бусинами, другую с голубыми и посмотрю, что же будет лучше выглядеть и смотреться, с какими бусинками. Ну, а что здесь вместо этого узла? Я недавно же покупала вот такие коннекторы красивые. Вот эти 2 коннектора, когда я сложила, у них соединились колечки, идеально подошли и по размеру. Если я их соединю, женщина сможет носить украшения двухсторонние, с 2 сторон. Не смотреть, где там перед, зад. Если вот одну поставить, надо же будет смотреть все время, где, какой стороной надеть, правильно? Я подумала, если я так сделаю, может она носить и этой красивой стороной. Посмотрите, тут прям очень красивый рисунок, такой цветочек. И можно с этой стороны носить. Что ей больше нравится, то и той стороной переворачивать. Тоже очень красивые. Вообще коннекторы эти замечательные. У них так все проработано. И рисунки четкие, и красиво все. Очень мне нравится. И хорошо они подошли вот по размеру. Я закреплять, наверное, между собой не буду. Просто здесь, когда я буду ставить уже трусик, а здесь, я думаю, пройдет протектор в это отверстие. Отверстие не маленькое, я думаю, пройдет. И снизу я сделаю кисточку. Может быть, скорее всего, на пинах собрать нижнюю часть, чтобы красиво так свисало. На пинах оно лучше смотрится. Маленькими вот такими, да? Это и оставлю. Ну, а верхнюю часть я буду делать, скорее всего, на ювелирном тросике и в 2 ряда. Вот такая у меня задача стоит. Ну и какие-то нюансы будут, я покажу вам обязательно. Но сейчас буду собирать. Ну а сначала мне надо это все разобрать, все узелки, и оставлять я буду именно так, как оно собрано. И украшение я уже сделала. Посмотрите, что у меня получилось в итоге. Вот так я поставила коннекторы. Сначала я хотела вот в таком положении поставить, но было очень близко. Ряды располагались, и мне не очень нравилось, как это смотрелось. Я перевернула и попробовала так сделать. И неплохо.
Хотела я где-то здесь еще прикрепить, сделать ряд третий, или можно было еще как-то прикрепить, но здесь невозможно, отверстий нет, прикрепиться негде. Хотела я пробить где-то дырочки, но у меня не получилось, так как очень толстый металл. Даже шилом у меня не получилось пробить. И здесь отверстий нет. Здесь, если есть вот это, очень-очень тонкое, даже не проходит никакое колечко. Ну, я оставила тогда 2 вот так подвески, как-то чтобы утяжелить, так как мы знаем, что янтарь, он очень легкий, и чтобы немного утяжелить, хоть я поставила немного фурнитуры бронзовые, такие проставочные, и бусинку, чтобы немного тяжелее оказалось и свисало. И вот, как я говорила, кулон у меня получился такой двухсторонний. Здесь я вот так оформила, протекторы поставила, и вот так здесь кримпы закрытые. И здесь провела тросик, и здесь спрятан под этими бусинками тросик. И начала потом в 2 ряда собирать. У меня есть вот такие палочки, и они меня выручили, чтобы как-то увеличить размер. Помним, что это было все на нитке. Это я так специально поставила, пускай двигаются, мне это нравится даже очень. И поставила вот такие бусинки, нашла такого цвета, не голубой, как я показывала, а бирюзовый. И здесь такие вкрапления рыжие. И хорошо подходит прям под янтарь. Эти палочки у меня из магазина Дом бусин я когда-то покупала. И они подлиннее, по-моему, 2,5 сантиметра. И я их укорачивала. Я их обрезала, чтобы здесь расстояние не было таким длинным, так как я померила, очень длинное получается украшение. И здесь, как видите, я сделала градуирование. Здесь тоже по цвету я сделала, как и во всем украшении. Здесь желтое совмещается рядышком. И потом вот эти цвета. И вот этот темный такой коричнево-зеленый в конце, уже ближе к шее. И мне кажется, вот эти бусинки здесь неплохо смотрятся. Более так освежает. Я прикладывала черный, как показывала, но я отказалась от этих идей черного цвета. Как-то мрачно получилось, чтобы 2 ряда как-то соединить. Я поставила вот такие коннекторы. Очень они мне понравились. Я их еще не применяла нигде. Их 10 штук в комплекте. И думала, сразу пойду куплю на Алиэкспресс. Нет, их уже нет в наличии. Остались только под серебро. И посмотрите, как я придумала, поставила их, чтобы украшение... У меня же двухстороннее. И так как здесь она односторонняя, это коннектор такой вот, как видите, с петельками, я их совместила 2, вот так, и провела тросик. И здесь по краям проставочные бусинки. И вот так держится. Можно переворачивать туда-сюда, чтобы не перепутала женщина, надевать. Даже можно, несмотря какой стороной, надели и пошли. С 2 сторон получился коннектор двухсторонний. Вот так интересно выглядит это. И здесь просто эти бусинки, они двигаются. Пускай двигаются. Мне кажется, это наоборот так загадочно, интересно. Почему они двигаются, кто-то обратит внимание. И здесь я соединила также. Здесь такой цвет. Коричневый такой темный. С зеленоватым оттенком. Вот такой вот цвет янтаря. Ну и здесь в конце, вот на шее я поставила такую же бусинку, как впереди. И палочки. Только здесь палочки я нашла у себя тоже из той же серии, как и такие. Только закругленные. Тоже покупала их в Дом бусин. Такие тоненькие, бронзового цвета. И я их поставила, так как я пробовала ровные поставить, и не очень красиво смотрится. Потом я приложила эти бусинки, поставила, и неплохо они здесь вот так вот полукругом лежат. И вот в этом ряду нижнем я и тоже немного обрезала, так как они слишком некрасиво ложились здесь 2 ряда. А так все вот легло хорошо. И вот так получилось интересно, на мой взгляд. И потом я нашла у себя серьги. Когда-то я покупала эти серьги на Алиэкспрессе. И, как я показывала вам, черный цвет хотела поставить.
Если бы здесь был черный цвет бусин с голубым, например, с вот этим, как-то можно было сочетать. Можно было вот такие серьги, например, носить. Но здесь цвет металла под серебро. Когда-то я купила эти сережки. На картинке были такие красивые. А пришли когда совсем другой вариант. Мне не понравился. Так они у меня лежат. Хотя можно носить. И здесь нержавеющая сталь вот этих вот самих крючочков. И вот здесь не пожелтело вообще. И неплохо так смотрятся. Здесь все, конечно, это акриловые вставочки. Но я взяла и сделала серьги. Остались как-то вот сэкономила я на этих бусинках. И вот такие крючочки поставила. И здесь ничего не выдумывала, просто поставила в серединке бусинки. И вот так вот выглядит. Просто такие аккуратненькие сережечки. Очень легкий материал, янтарь мы знаем. И как-то, чтобы тяжесть придать, добавила бусинку и фурнитуры немного. И они более-менее хоть тяжеленькие стали. Ну, не совсем, но а то вообще невесомые были. Без такой фурнитуры и бусинки. И вот такое украшение. Не помещается украшение у меня даже на камеру. Получилась та же длина, может быть, на сантиметра 2. И фотографию я уже послала заказчице. Она довольная. Я думаю, ей понравится. Такой вариант лучше, чем, конечно, было на ниточке. Ну и хочу ваше мнение узнать. Пишите комментарии, будем общаться с вами. Ну а если вам понравилась моя переделка, поставьте мне лайки. Не забывайте на Яндекс.Дзен подписываться. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.